вот всего пару месяцев прошло, а орхидеи, посаженные вот в такой вот грунт, вот в такой способ посадки орхидей, выдают потрясающие результаты. Корни прут как на дрожжах. Орхидеи сами по себе проснулись и показывают то, что им просто обалденно. Они просто кайфуют вот в этой вот посадке, вот в таком грунте. Я сейчас камеру переключу, и мы вместе с вами сделаем обзорчик трех орхидей, которые, всего три орхидеи мы для пробы поэкспериментировали, посадили вот в это вот кашпо с применением вот такого грунта. Я расскажу, как ухаживаю, как поливаю. Ну и, собственно, посмотрите состояние. Потрясающее состояние этих орхидей. Я просто не могу не поделиться этим. И вот, может быть, кому-то, хотя я знаю уже точно, что достаточно много людей посадили точно так же орхидеи, так же, как и мы пару месяцев назад, и уже пожинают плоды. Причем плоды очень вкусные, сочные и потрясающие воображение, друзья. Поехали. Так, друзья, ну вот, три орхидеи мы посадили пару месяцев назад вот в такие вот горшки. Это, друзья, стеклянные горшки. Вот такие обычные. Вот они. Стекло. Подробные видео у нас есть на канале, как мы сажаем. Но, значит, необычность у нас заключается в том, что в какой грунт мы это посадили. И вот орхидеи, посмотрите, как откликнулись на посадку в этот грунт, в эти компоненты. Посмотрите, как прекрасно себя чувствуют корни, как орхидеи пошли в рост. Это, друзья, орхидея Восточный экспресс. Посмотрите, корешочки по всем фронтам у нас тут прут, листики растут. Это одна орхидея. Здесь у нас вторая орхидея. Значит, и одна, и вторая орхидея, и третья у нас, практически за исключением вот этой вот орхидеи, они ничем, мы их, по-моему, с вами специально никакими стимулирующими средствами не обрабатывали, за исключением вот этой вот орхидеи. Эту орхидею мы, когда потрошили, из-за ее отсутствия корней перед пересадкой, мы ее замочили в аминосиле. То есть это у нас Айксин Spot Leopard, видео у нас имеется. И листья у нее были такие квелые, ну как тряпочки. И вот у этой орхидеи не было практически корней вообще, за исключением вот пары-тройки воздушных корешков. И посмотрите, вот на основание этой орхидеи, посмотрите, какой пучок. Там пучок, я вот сейчас, не знаю, поставлю светильник, чтобы вам было лучше видно. Но я думаю, что видно. Видите, посмотрите, там прям вот все в корнях у основания этой орхидеи. Вон. Смотрите, какая красота. А компоненты самые обычные. Это кора. И необычность просто этой коры в том, что эта кора вареная. Она часовой выворки. То есть ее час продавец варит перед продажей. А то, что эта кора немножечко такая округлая, продавец для, ну так сказать, эстетической красоты ее еще и острые кончики подрезает. Я не могу немножко в сторону сюда подвинуть горшок, потому что цветонос упирается в стойку видеокамеры. Но вот я думаю, что вам видать корешки этой орхидеи. Это, кстати, Клеопатра. Одна из трех орхидей, которую мы посадили тоже в эту кору. Кора у нас самая вот такая вот, она обычная. Кора сосны. Вот она. Можно любую кору сосны взять, вот точно так же в домашних условиях, проварить ее в течение часа. Можно ее обрезать, можно не обрезать. Вот кусочки есть не обрезанные. И потом мы ее, эту кору, смешали вот с таким вот мхом сфагнумом. У меня сейчас мох сфагнум закончился, и я буду применять
мох сфагнум российского производителя, который мох заготавливает и сушит. Мы ему уже в прошлом году с вами применяли ханты-мансийский мох. Неоднократно ему давали второй шанс. И в посадках, в закрытой посадке мох второй шанс свой, ну скажем так, оправдал. Недавно тоже было видео, в котором я показывал орхидею, которая у нас уже достаточно долго растет в чистом мхе, вот в такой вот закрытой системе. В общем, друзья, смотрите, какая прелесть. Значит, какой уход за орхидеями, какой полив. Ну вот у нас, значит, две посадки у нас. Кора смешана с мхом, с фагнумом. И в этих посадках, значит, в одной присутствует у нас, вот он, видите, моховой фитиль. И во второй у нас тоже есть моховой фитиль. Несмотря на то, что даже сам грунт у нас намешан с мхом. А вот третья орхидея, Aexin Spot Leopard, которые, посмотрите, как проснулись корни, которую только что показывал, замачивали мы ее в аминосиле. Она у нас без добавления в грунт мха с фагнума, а просто у нас здесь есть фитилек, естественный фитиль. В общем, значит, эти орхидеи, первые все поливы я осуществлял посредством замачивания, то есть набирал воды вот так вот, ну где-то вот под основание. Минут, наверное, 15 орхидея стояла с водой, и потом просто руками беру с одной стороны вот так вот 2 пальца, с другой стороны 2 пальца и ну, переворачиваю и сливаю воду. То есть, ну, на самом деле не сложно все это дело. Частота полива этих орхидей раза, наверное, в 2 реже, чем, значит, когда орхидеи посажены в стандартные горшочки, прозрачные, в такие вот стандартные, в обычные, в которых орхидеи продаются и в магазинах, потому что там быстрее просыхает грунт, здесь немножко медленнее. И вот за счет того, что кора вареная, уже сразу она максимально, ну, скажем так, приближена к большей влагоемкости, чем кора не обработанная, допустим, только что собранная, не проваренная, вот обычная. Чтобы она стала такой же влагоемкой, должно пройти не один цикл полива-просушки. То есть здесь вареная кора, она уже сразу хорошо после варки берет влагу и достаточно долго ее отдает. Но вот по какой-то вот магической, друзья, составляющей вареная кора, она очень-очень положительно, посмотрите, влияет на корневую систему орхидеи. Вот, ну, все до одной. И это я сейчас показываю вам 3 посадки, которые мы делали именно в стеклянные горшки. Кашпо. Видите, как корни проснулись у всех. У всех корни проснулись. Вот. Посмотрите. Кстати, чтобы было понятно, я вам ее покажу. Это Клеопатра бабочка. Она уже заканчивает свое цветение, но все никак не закончит. Заканчивает, но никак не закончит. Вот. Тоже у нее отдельный плейлист есть на канале, где мы ее вместе с вами сажаем, эту орхидею, сюда. То есть можно все подробно посмотреть в этом плейлисте про орхидею Клеопатру бабочку, подробную пересадку. Вот. Но я сделаю плейлист отдельно на канале, в котором соберу все видео, в которых мы орхидеи сажаем в стекло и именно в вареную кору. Думаю, что когда выйдет это видео, вы уже сможете этот плейлист посмотреть, где все посадки у нас вот в варенку и в стекло. Именно вот в такое вот стекло кашпо. В общем, друзья, смотрите, я очень-очень доволен. Очень прям, знаете, воодушевлен. И прям вот буквально завтра, наверное, да, сяду вместе с вами. Послезавтра мы возьмем и сделаем посадочку еще одной орхидеюшки. Вот, посмотрите, какая красота. Вот в такую вот посадку.
Посмотрите, какая прелесть. Орхидеи очень быстро откликаются на этот грунт. Так, как тут у нас, я уже забыл, были. Так, так и так. Закрыть корешки туда. Все, друзья, вот такие похвастушки с подобного рода посадками в вареную кору с мхом обычным, вот таким вот мох сфагнум, и в стеклянные кашпо. Вот такие вот результаты. Все, друзья, до встречи в следующем видео.